Ну, ты нашел гостиницу? Она хорошая? Теплая вода там есть? Мама, в городе скопилось 50 тысяч человек, а поезда все прибывают и прибывают. Ночевать будем здесь. А завтра? И завтра здесь. Ну, если все так ужасно, может быть, нам стоит вернуться в Петроград? Это невозможно. Я уже написала сестре и фрицу, они ждут нас. Немцы пока никого не пропускают. Как долго это продлится, неизвестно. Нам надо решить твердо, либо мы ждем до победного конца и покидаем Россию, либо... И это говоришь ты? Не ты ли убеждал нас с Ниной, что цивилизованный человек должен жить в цивилизованном мире? Ты посмотри. Ты этого хочешь? Этого? Ты подумай. Разуй глаза. Как говорила наша Капитолина. Пойдешь, пойдешь. Офицеры не имеете права. Идите. Идите. Бесголовое быдло. Руки убери, мерзавец. Руки. За что они его? Черт его знает. Разве теперь поймешь? Всех на фонари! Всех на фонари! И с вами тоже будет! За что? За что? Вы не имеете права! Вы гадкие солдаты! Вы дрянь! Что? Это ты, бывший господин, ни на что теперь не имеешь прав. А у нас отныне все права. Разойдись! Здравствуйте. Вот вынужден был приехать раньше, чем предполагалось. Как устроились? Кстати, забыл представиться, Константин Петрович Федоров. Даноич. Так как же устроились? Спросите у него. Черт возьми. Я ничего не знал об этом. Очень сожалею. Надеюсь, вы понимаете, что это эксцесс. Пока мы еще не всегда можем справиться с этим. Это не оправдание. Я не оправдываюсь. Я объясняю. Диктатура пролетариата, власть, опирающаяся на насилие, и в момент свержения старого строя, она не ограничена никакими законами. Короче, салус попули супрема лекс. Помните у римлян? Благо народа есть высший закон. Прекрасная программа. А как же быть честным людям? Честным людям революция не грозит ничем. Даже бывшим. Сердюк! Я, товарищ Федоров. Что тут произошло? А он, товарищ Федоров, Захаркину по морде вдарил. И по матери обложил. Ну, про твою и приговорила. Понятно. Идите. Слушаюсь. Как видите, офицер забыл, что сейчас декабрь, а не июнь 17-го года. Я понял. Правильно я говорю, братцы! Пошлем к немцам парламентера! Каких парламентеров?
проход убегающих от революции буржуев! Ну и что? Да я не понимаю, братцы! Ведь им же лучше! Свой ведь брат-эксплуататор к ним попрет! Попрет! Значит, в их полку и прибудет они! Константин Петрович! Они умышленно создают пробку на границе, чтобы вызвать беспорядки и осложнить начавшиеся переговоры о мире. Константин Петрович, тут такое творится. Да видел уже. Ты на случай беспорядка меры принял? Про это от вас я второго слышу. А что я могу сделать? Ну, например, прикрыть пропускной пункт надежной армейской охраной. А где она? Надежная, ненадежная? Нету надежной. А и есть командование не даст. Офицерье. И солдаты здесь не распропагандированные за войну до победного конца. А вы как же? А я из Питера. Товарищи, вы понимаете, какая обстановка на станции? Накаленная. Накаленная? Да какого же рожна вы офицеров расстреливаете? Совсем рехнулись? А если бы толпа раздавила вас, а потом пошла на проволочное заграждение, а немцы бы открыли огонь, сотни трупов, сорванные переговоры? Виновные в незаконном расстреле офицера будут строго наказаны. Можете не сомневаться. Товарищ, не мордовали тебя золотопогодники, не материли, а мы натерпелись. Меня 10 лет на Сахалине пирогами почивали. Я же не мщу своим бывшим учителям. Ну, все. В следующий раз расправами не заниматься. Гамаюн, да. Собрать всех, кого сможешь. Быть начеку. Нина, почему ты вышла? Я же тебя просил. В вагоне душно. А знаешь, мама спит. У нее крепкие нервы. Володя, а по-моему, она просто не понимает того, что происходит. А ты? Я не знаю. Мне страшно, вот и все. Я завтра утром схожу к революционным властям, узнаю, что к чему. И вот что. Давай договоримся, Нина, что бы ни случилось, из вагона не выходить. Если начнется стрельба, сядьте с мамой на пол. Куда? На пол. Или лучше спрячьтесь под нижнюю полку. Ты меня поняла? Я поняла. Ничего нет смешного. Володя, а почему стрельба? Зачем? Ты что-нибудь выяснил? Собственно говоря, ничего, но здесь почти что фронт. Немцы в 100 сажениях. Мало ли что. Мы же едем к этим самым немцам. Чего ты их так испугался? Знаешь что, пойдем спать. Благо вагон пустой. Мы там будем одни. Ты так думаешь? Ну, пойдем спать. Нина. Мне нужен твой совет. Мой совет? Как посоветуешь, так я и сделаю. Говори, Володя.
Помнишь офицера? Утром. Озверелая солдатня убила его на моих глазах. Володя, боже мой. Убирайтесь курить на улицу. И так дышать нечем. Хамство какое-то. Извините. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Как нам быть дальше? Мне, тебе, в общем, нам всем. А разве ты не решил? Володя, я знаю, что у тебя есть совесть. Вот и все. Добрый вечер. Вы? Я. Мне нужно сказать вам всего 2 слова. Ваш супруг тоже может принять участие в разговоре. Понимаете, я поменялся с вашими бывшими соседями. Ну, мне это, конечно, стоило, но вы очень надежный молодой человек. Да. Если бы вы знали, сударыня, что ваш супруг... Пожалуйста, ближе к делу. Извольте. Вот. Николаевские червонцы. Валюта. Свежая вода. Вы меня не поняли, Марьот. У русских такая замедленная реакция. Все это ваше. Допустим. Что же вы хотите от меня взамен? Вы берете на себя охрану моего семейства и моего состояния. 10-я часть золота сейчас, остальное там, в родном Фатерланде. Молчишь. А что я могу сказать, Володя? Вот именно. Такое предлагают раз в жизни. Да. Ну, хорошо. Я вижу, вам нужно подумать. У вас есть время до утра. Главное условие. Мой гонорар, ваша гарантия. За каждый промах я буду вычитать. Это справедливо, не так ли? Разумеется. Спокойной ночи. Мы на 3-м пути в пассажирском составе, вагон номер 4, рядом с вашим офицериком. Мы на станции в зале ожидания 2-го этажа, рядом с буфетом. Вещи при нем. Все в порядке. Я готов. Я тоже. Господа, все зависит от быстроты и слаженности наших действий. Проверим диспозицию. Я выключаю на станции свет, поднимаю людей, организовываю панику и хаос. Ваши подопечные, поддавшись общему настроению, рвутся границы к немцам. Что делаете вы? Подкалываю своего, беру саквояж, двигаюсь на привокзальную площадь. Офицерика, с вашего позволения, кокну. То же самое я сделаю со своим. Ясно. А если люди вступятся? Вы плохо знаете людей, мой милейший. В такие минуты каждый думает о себе.
Итак, вы собираетесь у вокзала в проходном дворе. Я прихожу туда одновременно с вами. Вернее сказать, приезжаю. Все, господа. Пошли. Разошлись. Да, господа. Я надеюсь на вашу честь. Все добытое мы поделим по-братски на той стороне. Попытку выйти из игры с добычей буду карать смертью. Усиль патрули. Пошли в ближайший полк. Пусть потолкует с полковым комитетом. Нам хотя бы роту с 2 пулеметами. Я послал уже. Жду ответа. Найди этого офицера, пограничника. Да не пойдет он к нам, Константин Петрович. Вон, туда намылился. Шкуры они все. Кто они? Дворяне. Товарищ Красин дворянин, Ульянов Ленин тоже. Да и многие из наших. Разве в этом дело? В этом, Константин Петрович. Чего-то большинство из них за свои мертвые привилегии цепляются. Привилегии? Да, тут ты прав. Почему погас свет? Черт. Господа! Господа! Немедленно... Что случилось? Немцам, господа! Есть распоряжение большевистского правительства! С завтрашнего дня не выпускать из России ни одного человека! К мосту, господа! К мосту! К мосту! Господа! Господин офицер! Караул! Помогите! Помогите, господа! Володя, вернись! Володя, что случилось? Володя! Дина, помоги старику! Где ты? Оленька! Оленька! Доченька! Где ты? Jungs, alles fertig machen! Dali, Dali! Maschinengewehre, Stellung! Das ist aber ein Laut. Через 10 минут вас сомнут! Решили полюбоваться? Сколько у вас людей? Все здесь! Взвод с пулеметом должен подойти! Что делать будем? Ничего! Отойдите в сторону, пусть прут! Господа, пропустите! Ну, пропустите, пожалуйста! Господа, мы не можем больше ждать! Братцы, поторопись! Вот! Слушай мою команду! Мне перекрываем границу! Вперед, господа! Вперед! Припнуть чужие! Против безоружных нельзя! Нельзя! Хватит болтать! Пулеметчики! 10 шагов вперед! Марш! Прицел 4! Целик 2! По немецким позициям! Приготовиться! Занавес! Правая шеренга кругом! Бой!
Все назад! Будем пропускать только в установленном порядке! Однако хватка у вас. Слушай, капитан, а ты теперь что ж? В установленном порядке туда, к германцу. Да, майор. У меня в вагоне осталась семья. Позвольте мне идти. Если что, мы в здании вокзала. Кладите в кабину. Где остальные? А вон идут. Все в лучшем виде. А твой офицерик ушел. Построиться. Да мы еще не солдаты. Зато я офицер. Хочу поблагодарить вас от лица службы. Становитесь в шеренгу, ребята. Чего это он? Да, я знаю. Вы, ребята, свое дело сделали старательно и хорошо. Я благодарю вас от души и прощаюсь с вами. Что делать будем? Другой раз успевать будем. И что делают? Что, Константин Петрович? Обалдеть можно. Это граница. Нам еще придется ко многому привыкнуть. И еще большему научиться. Я думаю. Идемте. Господа, мы пригласили вас на эту встречу, чтобы решить вопрос с беженцами. Намерены ли вы начать пропуск беженцев? Господа, вы рассчитывали на возникновение беспорядков и в связи с этим на осложнение в подготовке мирных переговоров. Вы убедились, что хаоса на границе не будет. Ваше решение. Германское командование готово пропустить всех, у кого в порядке документы, и кто не вызывает у нас сомнений. Из числа собравшихся на станции сомнений не вызывает никто.
Это представители имущих классов, которые бегут от русской революции. Если вы готовы, можно начать? Мы готовы. Будьте здоровы. Auf Wiedersehen. Вот так. Что происходит? Это безобразие! Я буду жаловаться! Я буду жаловаться! Вы не имеете права отбирать собственность! Тихо, гражданка, тихо! Я буду жаловаться самому Марксу! Маркс уже одобрил наши действия. Прочтите на досуге манифест коммунистической партии! У вас нет совести! В отличие от вашей буржуазной совести, наша совесть революционная. Вы обобрали народ, а мы это все вернем. Вот ваш паспорт и проходите. Следующий. Давайте. У аппарата Минжинский. Здравствуйте, Вячеслав Рудольфович. У аппарата Федоров. Хочу проинформировать о сложившемся положении. Мне представляется, что основная тенденция сегодня – вывоз ценностей и, конечно, контрабанда. Это только сегодня. Мы считаем, и Владимир Ильич горячо нас поддерживает, что основная функция границы все же политическая. Вам придется охранять страну от контрреволюционеров всех мастей, и это не за горами. Опытные люди считают, что здесь потребуется не менее 65 тысяч штыков и 200 станковых пулеметов. Прошу передать это в Реввоенсовет Республики и лично товарищу Ленину. Скажу откровенно, только теперь до меня начинает доходить, что такое граница. Ну и службы по ее охране. Если бы не вы, вчера могло произойти несчастье. Не надо меня благодарить. Я действовал так, как мне полагается. Ну и все же, я сообщил о вашем поступке в Петроград. Сегодня утром по прямому проводу Народный комиссар финансов товарищ Минжинский просил передать вам свою искреннюю и глубокую благодарность. Спасибо. И еще. Принято решение о возобновлении деятельности пограничной охраны. Позвольте, в день Октябрьского переворота... Революции. Хорошо, пусть будет революция. Один ваш революционный товарищ попросил освободить помещение штаба и объявил, что все отныне люди-братья и границы больше не нужны. Стало быть, и мы. Остановитесь, давайте разберемся спокойно. Первое. Революционный товарищ, который вам это сказал, либо дурак, либо провокатор. Да. Глава нашей партии большевиков, Ульянов Ленин, говорит, что мы стоим за необходимость государства. А государство предполагает границы. Естественно. Это раз. И второе. В прежнем своем качестве вы нам действительно не нужны. Не понял. Тут нет противоречия. Старая государственная машина должна быть разрушена до основания и построена новая. Я спрашиваю вас, Владимир Алексеевич, вот вы бывший дворянин, капитан отдельного корпуса пограничной стражи. Хотите вы принять участие в строительстве этой новой государственной машины? По совести, не лукавя. Володя, ну наконец-то. Владимир, объясни мне, что это значит. Только одно. Мы остаемся. Где остаемся? Пока что здесь. На границе сложная обстановка. На какой границе? С немцами. Значит, дядя Фриц немец за границей? Мама, право, что ты говоришь? Я еще хочу узнать, кому ты намерен помочь. Какая разница? Большевикам? Какая разница? Государству нужны границы. Они хотят создать их заново. Я должен им помочь. Александр Николаевич назначен начальником штаба нового управления. Папа? Господи, есть справедливость на свете. Так. Зинаида Кирилловна, по-моему, Володя все правильно решил. Ну вот что, дети мои. Я, конечно, многого не понимаю. Но одно я знаю наверняка. Мы и они, дворяне и холопы. Я с Капитолиной всегда ходила по разным тротуарам. Я со своего тротуара не сойду. Я уезжаю. Проводи меня, сын.
разрешение требуется? Документы и вещи на досмотр. Давайте. Вот. В чем дело? Владимир Алексеевич. Вот так вот. Так. Да нет. Мама уезжает. Пропустите гражданку. Без досмотра. Ну нет. Вы у всех все отнимаете. Я знаю. Пусть мой сын продался вам. Это еще не основание для послабления лично мне. Не нуждаюсь. Подавитесь, господа. Ух ты, а еще дворянка. Ты еще вспомнишь свою мать, Владимир. Владимир Алексеевич, в семье-то оно всякое бывает. Вы уж шибко не переживайте. Вот, Нина Александровна с вами остается. Да и мы вас в беде не оставим. Кажется, справились. Более сотни в день теперь не будет, а впоследствии того меньше. Нам надо серьезно подумать о границе как таковой. Без сплошного фронта между нами и немцами нет. А в этих разрывах, конечно, появятся и контрабандисты, и бандиты. Уже появились. Убито 4 человека. Похищено золото. Преступник скрылся на автомобиле, а в городе пока ни милиции, ни черта. Что за автомобиль? Вы выяснили? К сожалению, мы пока этого не умеем. Что вы решили? Мне надо отправить жену в Петроград. Нет, нет. Нет, нет, нет. Я останусь. Константин Петрович, умоляю вас, прикажите ему не спорить. Я думаю, Нина Александровна права. Ну, а что она здесь будет делать? Где жить? И вообще, за время моей службы такого еще не было. А теперь не будет другого. Володь, пойдем в вагон, соберем вещи. Ладно? Слушаюсь, товарищ жена. Собирайтесь. А Гамаюн вам подыщет пока какую-нибудь квартиру. Завтра утром поедем вдоль фронта. Посмотрим обстановку. Поставим сторожевые посты. Ну и до вечера. Гамаюн задерживается. Видно, не нашел нам пристанище. Ой, как странно. Была какая-то жизнь, надежда. Все было привычно, понятно. И вдруг... Ты знаешь, меня не покидает ощущение, что все происходящее – это сон. Ловлю себя на остром желании проснуться. Видимо, нам придется привыкнуть к этому сну. Выбора ведь нет.
За матерью я не пойду. Я знаю. Ну что ж, придется идти к вокзалу. Да. Володя, знаешь, а я раньше никогда не обращал просто внимания на всех этих унтеров и солдат. А, по-моему, Гамаюн очень порядочный человек, как ты думаешь? Не знаю. Владимир Алексеевич, пожалуйте за мной. Я вам квартиру в самом центре реквизировал. Там раньше какой-то немец жил. Ну, а сейчас он сбежал. 2-й этаж. 2 хорошие комнаты, мебель в полном порядке, кухня есть. Но я так полагаю, что хозяйке вашей понравится. Спасибо, Иван Трофимович. А как в городе с продуктами? Плохо с продуктами. Нет, ни черта. Но эти спекулянты, торговцы все попрятали. Говорят, в городе открылся какой-то черный рынок. Вот на нем все есть. Тебе, пожалуйста, мясо любое, осетрины, икра белужья, все есть. Да нам бы крупы и муки. А как насчет хлеба? Хлеба? Есть пока. Ну вот мы и приехали. Ваш дом, банк напротив. Пока не работает, служба разбежалась. А почему на 2-м этаже свет? Ну, видимо, кто-то из городских властей нагрянул. Ну. Вот ваш ключ. Вы устраиваетесь, а я пойду на всякий случай гляну, что там к чему. Подожди, нет здесь. Мандат у тебя есть? Мандат у товарища Житомирского. Он осматривает помещение. Говорит, привез городского комиссара по финансам. Ладно, пошли. Все равно мы этого Житомирского с тобой в глаза не видели, а в мандатах этих сам черт ногу сломает. Автомобиль. Ага. Ты чего? Ага. Знакомый узорчик. Как спокойно. Тот автомобиль. Сидеть. Сидеть. Руки. В машину! Вон они! Гони давай! Сержа надо взять! Ушел. Чего это у тебя? Не поверишь, Иван Трофимович. За всю службу 1-й раз. Ну что, давай посмотрим, из-за чего есть сыр-бор. Деньги. Не наши. Bank of England. The sum of £5. Фунты стерлингов.
Купюр по 5 фунтов, в каждой пачке по 100 штук. А тут их не менее 500. Вот и считай. 250 тысяч. По прежнему курсу. 6 рублей фунт. Ничего себе. 1,5 миллиона получается. С ума сойти можно. А по нынешним вообще не пересчитать. Знали мерзавцы, за что жизнью рисковали. А с другой стороны, на кой черт им здесь иностранные деньги? Ладно. Оружие держи наготове. Пошли. Пошли. Наивные рассуждения. Серж пришел с немецкой стороны. Собирался обратно. Когда он вернется, сегодня эти деньги у него охотно купят. Кто? На кой черт мне за деньги покупать? Одежда, хлеб, это я понимаю. Это же валюта. А еще хотите всей Россией управлять. А, Иван Трофимович? Таких элементарных вещей не понимаете. Научимся. А на первый случай у нас образованные есть. Вот ты, например. Володя! Володя! Боже мой, я думала, тебя убили. Привыкай, Нина. Это тебе не при штабе. Да ладно ж вам так шибко пужать. Тут дело-то, Нина Александровна, вот чемодан. С деньгами отняли. Можно сказать, народные. Денежки. В банке солдата убитого нашли. Ясно дело. А то как бы они в банк попали? Время такое, Нина Александровна. Мы в них, они в нас. Ну ладно. Пошли, там дровишек мал съесть, чайник, у меня хлеб, сало. А? Пошли. Все-таки сдвинулось дело с мертвой точки. А я уверен, что половина этих людей увезет свои ценности с собой. Можете не сомневаться. Почему вы так считаете? Что везете? Одежду, сахар, фунта 2 и деньги, рублей 500. И все. Истинный крест. Посмотрим. Золота нет? Последний раз спрашиваю. Вы все назвали? Вот тена. А чего я не назвал? Вы, гражданин, дурака-то не валяйте. Думаете, спрятал чего? Прошу, прошу. Дайте нож. Вот. А я-то думал, золотишко. А это портреты семейные, поди. Это мои дедушки, бабушки, тети, дяди и дети. И все ваши. А чьи же? Мои. Изабель. Натье. Дедушки. Авторы этих работ – крупнейшие художники 18-19 веков. У кого вы купили эту коллекцию? Да это мои дяди! Советую говорить правду. Я достал это все у кухарки Иванова Тяньшанского. Наверное, слышали такого. Господа неизвестно где, а мы с ней приятели. Это все стоит не менее 40-50 тысяч золотых рублей. Уезжали бы сами, раз не втерпешь. Что же вы Россию разворовываете? Она будет-то? Россия будет?
Вон, истинно русские к немцам бегут. Остается-то кто? Комиссары, да инородцы. Проваливайте, вы истинно русский! Герменцы, ублюдки! Погодите, дайте срок. Мы вам всем требуху-то повыпустим. Мерзавцы, инородцы, будьте вы прокляты! Таких отпускать нельзя. Согласен с вами. Таких надо отводить в сторону, вон туда, по гаузу. И сразу пули в лоб. К сожалению, не имеем права. А вам спасибо, между прочим. За что? Вы мне еще одну сторону границы помогли открыть. Константин Петрович, сколько их этих сторон-то еще откроется? Перечесть пальцев не хватит. Константин Петрович! Вам лично из Петрограда. В правительстве назначен доклад о состоянии дел на западной границе. Вам надлежит быть завтра к 15:00 в Смольном. Менжинский. Владимир Алексеевич, мы едем первым же поездом. Через полчаса. Позвольте, при чем здесь я? Здравствуйте. Нам позарез нужен начальствующий над этим далеко не простым участком границы. Надеюсь, вы это понимаете. Иной кандидатуры не вижу. И я свою точку зрения буду отстаивать в Петрограде. Полагаю, Елена Александровна теперь поедет с вами. Гамаюн привезет ее сюда. Есть. Все, встретимся на перроне. Да, Гамаюн, скажи Зуеву, что он остается вместо тебя, и пусть глядит в оба. Есть. Не довезли. Моду взяли. За 7 верст киселя хлебать. Большевички. Черт знает что, свобода называется. Чего вы возвращаетесь? В Двинске вас, кажись, никто не держал. Шли б своим немцам, и делу конец. Вот именно. Черт, надо ж было поддаться своим святым чувствам. Ностальгия замучила. Черт. Стадо кретинов у вас никогда не было и не будет никакого порядка. Что такое? Так никому и ничего не докажешь, Гамаюн. Порядок будет. Это вы еще 200 лет будете повторять. В том, что происходит теперь, виноваты не мы. О, Господи, за что же России такая участь, господа? Володя, а как ты думаешь, где сейчас Зинаида Кирилловна? Не знаю. Впредь прошу больше не упоминать. Никогда. Володя. Того, чему жили, нет. Мир лопнул. Разломался навсегда. Возврата нет. Каждый выбрал свое. Тоже навсегда. Как учил бывший поп, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Идем. Пошли. Покупайте газеты! Газеты! Свежие газеты! Свежие газеты! Папа! Нина, а я, честно сказать, уже не чаял свидеться. Папочка. Молодцом. Не понимаю, вы о чем, Александр Николаевич? Вот вернулся и молодец. Знаешь, Володя, я все думал, каких слов я тебе не сказал тогда, перед отъездом, что не сделал, чтобы удержать. Ну разве тот русский, скажи, кто инородцев оголтело ругает, Боже, царя храни, по праздникам распевает? Нет, русский, тот, кто в лихолетие, в разлом Россию грудью защищает. Но это я так. Разговорился по-стариковски, извини. Вы, конечно, правы, Александр Николаевич. Все-таки, где она, Россия? Одно название осталось.
А говорят, что все рухнуло, погибло. Нет, если у России есть армия, значит, есть и Россия. Есть. Проходи, товарищ, проходи. Пропуск. А вам чего? Я по вызову. Товарищ Хлебнев назначен руководить пограничными войсками республики. У него документы в порядке. Пропустите, пожалуйста. Я военный комиссар погранохраны. Но если с вами, проходите. Пожалуйста. Прошу не обижаться, Александр Николаевич. Я не барышня. Теперь каждый из нас обязан наново завоевать доверие народа. Наново? Ваша правда, просто завоевать. Товарищ Минжинский. Всего доброго. Спасибо, Вячеслав. До свидания. До свидания. Здравствуйте, товарищи. Вы очень точны, товарищи. Это особенно приятно нам, начинающим бюрократам. Но придется подождать. Обстоятельства изменились. Только что получено сообщение, что генерал Каледин и атаман Дутов подняли контрреволюционный мятеж. Правительство приступает к обсуждению ответных мер. Это гражданская война, товарищи. Будем смотреть правде в глаза. Здесь вы можете подождать. Располагайтесь, раздевайтесь. Я за вами пришлю. Да, изменился наш Смольный. В первые дни здесь вулканы кипели. А это зачем? А раньше здесь был институт благородных девиц. Руины прошлого, так сказать. Осколки. Le soldat crie, vive l'empereur. Да здравствует император. Нет, теперь должно быть так. Vive la république des Совет. Да здравствует Республика Советов. Взгляните-ка. Откуда они здесь? Раньше я их не видел. Вам просто было не до того. Вероятно, это воспитанницы младших классов. Я забыл предварить. Младших воспитанниц Владимир Ильич запретил выселять, пока не подыщет другого помещения. Ну да. Это же дворянки. Это дети. Просто дети. Вот и все. Товарищ Ленин ждет. Идемте. Владимир Ильич ждет. Разрешите, Владимир? Да-да-да, прошу, прошу. Входите, товарищ. Прошу, заходите. Заходите и располагайтесь. Садитесь. Прошу вас. Поближе. Ну что ж, товарищи, мы начали мирные переговоры с немцами в Брест-Литовске. Мирный договор ликвидирует линию фронта и создаст демаркационную линию, а затем и линию границы. Вы что-то хотели сказать, товарищ? Моя фамилия Данович. Если позволите. Да, прошу, сидите. Границы – это линия, разделяющая два государства. Да, весьма точно. Далее. Немцы находятся на территории России. И, судя по всему, отсюда не уйдут. Так, и что же? Какая же это граница? Вот оно что. Сердце русского патриота не может вынести национального позора. Товарищ Данович, вам случалось когда-нибудь драться? Драться? Да, кулаками. Нет. Впрочем, давно, в кадетском корпусе. Так, вы всегда выходили победителем? Иногда. Ага. И как же вы поступали, когда соперник оказывался сильнее вас? Вставал, начинал все с изного. То есть набирали сил и побеждали?
Не так ли? Это разные вещи. Нет, это не разные вещи. Нам, как воздух, как глоток воды, нужна передышка. Любой ценой, любой. Потому что не заплатим мы любую цену сегодня, завтра мы потеряем советскую власть, а значит и Россию. Вот вы офицер пограничной стражи. Как по-вашему? Что нам необходимо делать? И как? Может быть, есть смысл перейти на немецкую систему охраны границ? Извините, нет. А почему же? Немецкая или французская система обойдется нам дешевле. Я знакомился с вопросом. Немцы охраняли границу конными разъездами, французы тоже. У нас были постоянные посты и секретные дозоры. Ага. Ну да, конечно. Это будет значительно надежнее. А что думает об этом комиссар товарищ Федоров? В теперешней ситуации, а я думаю, и в дальнейшем тоже, ибо республика еще будет долго находиться во враждебном кольце, нам следует, не жалея сил и средств, создать совершенную систему охраны государственной границы. Ага, понятно. Не жалея сил и, главным образом, средств. А как к этому отнесется наш верховный руководитель пограничников, народный комиссар финансов? О постах и дозорах? Нет, о средствах. Вы прекрасно все поняли, Вячеслав Рудольфович. Я думаю, комиссар по финансам должен экономить. Я за. На подобной экономии можно только проиграть. Ну что ж, с вашими доводами согласен. Я попрошу Реввоенсовет выделить для охраны границ нужное количество войск. Вам же, товарищи, остается только сделать так, чтобы враг никогда не прошел границу, как верно сказал об этом товарищ Федоров. Я хочу попросить вас, товарищи, время сейчас трудное, голодное, а служба ваша и того трудней. Всегда помните о солдатах, о рядовых. Пусть они всегда будут сыты и одеты. До свидания, товарищи. До свидания, Владимир. До свидания. До свидания. Слушаю вас, Александр Николаевич. Господин Ульянов, я вас понимаю. Более того, я готов служить революции, если это нужно. Но жестокость. Толпа мстит нам, это страшно. Жестокость. Как вы полагаете, смирятся контрреволюционные офицеры с победой революции? Дутов не смирился, господин Минжинский нас уведомил. Не смирился. И тысячи, десятки тысяч других не смирятся. И выступят против советской власти. Революционная партия рабочего класса будет карать за эти выступления смертью. И месть здесь ни при чем. Мне говорили, что большевики принципиальные противники смертной казни. Это чушь. Никакая революция не обходится без смертной казни. Вопрос лишь в том, против кого конкретно направлено это оружие. До свидания, Александр Николаевич. Я полагаю, у нас был чисто теоретический диалог. Я хочу сказать тебе абсолютно искренне. Если помнишь, после высочайшего рескрипта о пожаловании мне чина генерал-майора, я ходил представляться императору. Он спросил: вы служите на границе? Я говорю: да, Ваше Величество. Он спрашивает: как там у вас с охотой? Кабанов много? Как раз за день прошла из Финляндии с боями шайка контрабандистов. Погибло много солдат. Я, конечно, не думал, что он будет спрашивать об этом. Но говорить о кабанах, когда служат панихиды.
Из протокола номер 21 заседания Совета народных комиссаров РСФСР о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии. Председательствует Владимир Ульянов-Ленин. Присутствует Дзержинский, Сталин, Петровский, Глебов, Минжинский, Аксельрод, Шотман. Постановили назвать комиссию Всероссийская чрезвычайная комиссия при Совете народных комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем и утвердить ее. Декрет Совета народных комиссаров РСФСР об организации пограничной охраны. Для защиты интересов республики утверждается пограничная охрана. Высшее руководство принадлежит Совету подведомственному Народному комиссариату по делам финансов. Непосредственное руководство сосредоточивается в Главном управлении пограничной охраны. Пограничники состоят на полном довольстве республики. Члены их семей обеспечиваются на общеармейских основаниях. Пограничная охрана комплектуется лицами, вступающими на службу по вольному найму.